Привет всем! Сегодня у сына выходной в школе, сегодня понедельник, 9 марта, и мы решили с ним пойти в кино и потом еще погулять по Шибуе и Гинзе. И вот смотрите, мы решили поехать на поезде, утренний поезд – это всегда толкучка, но все равно очень удобно, лучше, чем на машине, потому что это тоже пробки, и еще неудобно в центре ставить машины, парковок не так много. Вот мне что нравится в поездах, что здесь написано, в каком мы вагоне, где выходить лучше, где эскалатор, лифт или где какой переход. Очень удобно. И вот мы выходим на станции Шибуя. Здесь на Шибуе мы будем смотреть кино. Идем в кинотеатр. Я заказала и купила уже билеты на утро на 9:20. У нас сеанс. Потому что я хочу еще пойти пообедать на Гинзе. Это тоже очень элегантное место. И там мы заказали ресторан на 12. Вот мы подходим к знаменитому перекрестку Скрамбл. И еще вот памятник Хачико. Это главный ориентир Токио. Хачико ждал своего хозяина у станции Шибуя почти 10 лет. Теперь это место точка 0, где встречаются друзья и влюбленные. Сейчас только 9 часов утра, и на Хачико еще нет очереди. А потом уже будет очередь. И вот мы переходим этот известный перекресток. Это символ японской дисциплины в хаосе. Тысячи людей проходят сквозь друг друга за минуту, и почти никто не сталкивается плечами. Кинотеатр здесь находится прямо рядом со станцией. Называется Toho Cinemas. Вот, посмотрите, зелененький. Это кабинки для курильщиков. В Японии сейчас уже почти нет курящих. Но вот для оставшегося населения делают такие интересные кабинки. Сейчас мы подходим к месту. Вот здесь это место из аниме «Магическая битва». Здесь тоже в одном из аниме начиналась эта битва. Преимущество ходить в кинотеатр в будний день утром – это то, что все идут на работу и на учебу, и там совсем мало народу. Вот мы уже подходим к кинотеатру. Это целое здание, это все кинотеатры. У нас сегодня мы идем на аниме, называется «Как я переродился в слизь». Очень интересное и душевное аниме, как Лемур Темпест хочет сделать утопию, хочет построить идеальный мир. Вот он, это Лемур, это герой аниме. Вот смотрите, совсем никого нет. В общем, нам очень понравилось. Как всегда, японцы детально все продумали. Я и муж, как мои дети, любим аниме тоже. И вот здесь еще есть кафе. И вот мы теперь идем на метро, поедем на Гинзу обедать. Сейчас Шибуя переживает самую масштабную реконструкцию за последние 100 лет. Появились футуристичные башни, такие как Шибуя Скрамбл Сквер с его смотровой площадкой Шибуя Скай. Замечательное место, советую сходить. Район превращается из простого молодежного тусовочного места в высокотехнологичный бизнес-центр мирового уровня. За эти 33 года, которые я живу в Японии, Шибуя, но и многие еще места очень изменились. Итак, мы направляемся на Гинзу. И если Гинза – это Токио, которое чтит прошлое, то Шибуя – это Токио, которое создает будущее прямо сейчас. И вот я вам покажу сейчас, смотрите, какая очередь стоит к собаке Хачико, чтобы с ней сфотографироваться. В основном иностранцы. Я всегда восхищаюсь чистотой тротуаров и
очень развитой инфраструктурой. В Японии везде много туалетов, очень красивых, с подогревом. Вот мы заходим в метро. Я советую покупать карточку Суика, такая пластиковая карточка, очень удобно. На нее кладешь деньги, и не надо вам искать, сколько, куда ехать. Просто у вас вычитают оттуда цену за билет. Смотрите, какая чистота, посмотрите, какая красота. Япония действительно развитая цивилизация. Здесь не только чисто, но и уютно. Ехать нам 15 минут. И вот мы приехали на Гинзу. Теперь идем в ресторан греческой кухни. Я хотела давно сходить туда. Этот ресторан очень популярный. Там и вкусно, и красиво, поэтому лучше бронировать места. Мы как раз забронировали и идем туда. А вот это Вако, самое известное место здесь на Гинзе. Приехали мы на Гинзу. Гинза – это место, где само время течет иначе. Район, который пахнет дорогим парфюмом, свежеваренным кофе и историей. Если Шибуя – это крик моды, то Гинза – это ее тихий, уверенный шепот. Здесь оживают мечты. Брендовые бутики стоят как произведения искусства. Очень красивые. Приглашаю в мир безупречных линий высокого стиля. Прогуливаясь мимо этих витрин, чувствуешь, как эстетика проникает в каждое движение. Гинза не просто продает вещи, она дарит ощущение исключительности. Но истинная душа Гинзы скрывается за тяжелыми дверями ее ресторанов. Здесь высокая гастрономия встречается с легендарным японским гостеприимством омотенаши. Каждый вкус выверен до мелочей, а подача напоминает маленькую картину. Пообедать здесь значит подарить себе момент истинного наслаждения среди суеты огромного мегаполиса. Гинза – это место, где роскошь становится уютной, а каждый шаг наполнен красотой. Настоящий праздник для глаз и души. Вот мы уже подходим к нашему месту, где мы будем обедать. Наш ресторан находится тоже в красивом здании, которое называется Гинза Нова. Здесь вот на 11 этаже. Это тут тоже разные магазины и бутики, рестораны. Сейчас мы переходим перекресток, идем Гинза Нова. А если здесь идти прямо и где-то минут 5, максимум 10, можно дойти до Императорского дворца. Поэтому, кто хочет совместить прогулку на Гинзу и в Императорский дворец, погулять вокруг Императорского дворца, пожалуйста. Вот мы идем в ресторан современной греческой кухни, называется Аполло. Интерьер здесь стильный и минималистичный, а атмосфера всегда живая и энергичная. Очень большой ресторан, но здесь без брони
трудно попасть даже в будни, поэтому советую бронировать. Если вы будете на Гинзе и захотите чего-то особенного, кроме японской кухни, обязательно загляните сюда. Здесь и вкусно, и красиво, и очень уютно. И нам повезло. Здесь мы сели в красивые места с видом на Токио, и мой сын любит поезда. И тут вот можно увидеть поезда и шинкансены. В общем, очень нам повезло. Перед тем, как пойти в какое-нибудь новое место, я всегда детально изучаю рестораны, их рейтинг. И вот в этот... вот еще, смотрите, здесь школа видна начальная. Надо же, в таком дорогом районе находится школа. Для меня необычно было. И вот у этого ресторана очень был высокий рейтинг. Вот это дип из желтого гороха с пито. Это вот как пито, это как хлеб, и вот это как гороховый соус. Очень вкусно. Не знаю, может быть, потому что я была голодная, но это замечательное блюдо. А вот фирменное блюдо сыр саганаки – это настоящий взрыв вкуса. Очень по-гречески вкусно. Следующее блюдо я заказала сочная курица барбекю с ароматным золотистым картофелем с травами и чесноком. Ее принесли на большом блюде, надо было это заснять, но я забыла. И мы потом разделили напополам. Здесь как надо шер делать. А вот их фирменный десерт, знаменитый греческий лимонный пирог. Внутри он сделан как крем-брюле, тоже очень вкусная такая начинка. Всем советую. Единственное, что у меня сын не ел десерт, и мне пришлось одно есть, а он довольно большой. И я уже так наелась, что потом мне было тяжело идти гулять. После нашего вкусного обеда мы решили пойти на крышу. Здесь тоже небольшое кафе и потрясающий вид на Гинзу. Поэтому все, кто хочет просто посидеть в роскошной обстановке, приходите сюда. И вот мы спускаемся, идем гулять по Гинзе. Смотрите, здесь тоже много разных ресторанов. Это лапша удон, тоже здесь очень популярная. Хочу сходить когда-нибудь. Вот внутри такие разные duty-free магазины. И вообще и обычные магазины тоже есть. Смотрите, какие милые чемоданчики от Пикачу, покемонов, Кабигона. Ну и есть, конечно, и простые чемоданы. В общем, все для туриста тоже тут есть. И вон даже фены. Март считается концом года, и поэтому сейчас много скидок. Вот смотрите.
Так что не все здесь дорого. Решила себя запечатлеть на фоне Гинзы. И вот там видно Фуджи. Это старейшая японская сеть кондитерских. Здание на Гинзе является их флагманским местом. Внутри этого здания находятся не только магазины со сладостями, но и рестораны, откуда открывается отличный вид вот на этот перекресток. А это мы дальше спускаемся по этажам вниз на выход. И вот здесь, по-моему, это второй этаж. Тоже красивый вид на сам этот перекресток. И вот это вот слева, это Гинза Марион. Здесь тоже разные магазины. Потом здесь недалеко есть и кинотеатр. В общем, тоже очень потрясающий вид. А вот это тоже на другом этаже уже магазин Star Wars. Магазин Звездных войн, но почему-то здесь вот и Человек-паук, и другие герои тоже есть. С ними можно сфотографироваться. Тоже интересное место. На Гинзе очень много разных магазинов, таких интересных, привлекательных. И если вы туда зайдете, там можно вообще, время проходит очень быстро. Не заметите, как день пролетит. Будьте осторожны. И вот пока мы будем гулять, расскажу вам небольшую историю про Гинзу. В 1872 году, после сильнейшего пожара, правительство решило отстроить Гинзу в европейском стиле. Это был первый в Японии район с кирпичными домами, газовыми фонарями и широкими тротуарами. Гинза стала для японцев окном в Европу. Сюда приходили, чтобы увидеть западную моду, попробовать кофе и купить диковинные импортные товары. Быть в Гинзе означало быть современным и успешным. В начале 20 века зародилось целое движение гимбура, что означает бесцельное шатание по Гинзе. Молодые модники и интеллигенция приходили сюда показать себя и людей посмотреть. А вот мы подходим к легендарному Onitsuka Taiga. Это японский бренд, который любят иностранцы. Зашла просто показать вам частичку. Чтобы привлечь элитную публику, магазины начали строить роскошные витрины. Windows Shopping зародился в Японии именно здесь. Именно здесь открылись легендарные универмаги, такие как Мицкоши, вот он виден здесь Мацуя, которые превратили шопинг в искусство. Они не просто продавали вещи, а предлагали безупречный сервис, уматынаши, картинные галереи и сады на крышах. Когда мировые бренды Chanel, Louis Vuitton, Dior начали заходить в Японию, они выбирали Гинзу, чтобы встать в один ряд с этими историческими гигантами. Еще очень важный момент. Здесь самая дорогая земля в мире. Не в Японии, а в мире. Гинза многократно попадала в книгу рекордов Гиннесса как район с самой высокой стоимостью земли. Сегодня 1 квадратный метр земли в центре Гинзы может стоить более 40-50 миллионов йен. Это около 300 тысяч долларов. Открывать здесь магазин могут только самые прибыльные и престижные мировые бренды. Это своего рода сертификат качества и мирового признания. Вот Tiffany, мировой бренд. А вот Uniqlo, около которого всегда много иностранцев. Смотрите, одни иностранцы стоят.
Само название Гинза переводится как «серебряный цех» или «серебряный монетный двор». В XVII веке, это период Эдо, здесь чеканили серебряные монеты для всей страны. Там, где делают деньги, всегда селятся богатые ювелиры и ремесленники. Так за районом закрепилась репутация места, где водятся финансы и привилегии. Итак, раньше здесь чеканили монеты, а теперь здесь оставляют состояние. Несмотря на всю роскошь, на Гинзе очень много скрытых, уютных кафе и джаз-баров, где атмосфера остается очень доброй и душевной. Вот справа магазин Shiseido, косметики, японской известной косметики. А вы знали, что здесь есть у Shiseido и магазин пирожных? Вот это красное здание. Это пирожные от Shiseido. Здесь сейчас идет меню клубники. Давайте посмотрим. Здесь и продают сладости в подарок, и здесь же можно еще их попробовать. И вот сейчас у них еще тоже необычная есть клубника белая, тоже такой вот деликатес. Вот посмотрите, какая красота, какие произведения искусства. Эксклюзив, белая клубника. В общем, Shiseido это не только косметика, это еще вкусные сладости. Вот интересный магазин макетов блюд для ресторанов. Мое видео подходит к концу. Спасибо, что провели это время со мной. Пусть ваш день тоже будет наполнен красотой, где бы вы ни находились. Подписывайтесь на канал. Я ставлю влоги про Японию и про мою жизнь каждую неделю. Увидимся скоро. До встречи!